Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу сегодня подарить вам еще одну работу под названием «Ведьмина бутыль» или «Ведьмина бутылка», как хотите. Я дарила несколько работ различных там и для денег. Правда, оно больше как бы из африканской магии вуду. Денежная приманка тоже с бутылкой делается. Мне кажется, что многим знакомо это название «Ведьмина бутылка» или «бутыль». Это древний оберег. Есть очень много различных версий. У меня есть давно, где-то лет 5 назад, я давала последний раз ведьмину бутыль. И вот сейчас еще хочу дать еще один вариант, одну версию ведьминой бутылки. Тоже оберег. Как-нибудь дам денежную бутыль. Но поскольку много денежных работ, как-то так чередую. Есть ведьмина бутыль, оберег для домашних питомцев. Очень действенный и очень рабочий, как и все остальные работы. Есть и такая работа. Возьмите, проведите. Очень стоящая работа, потому что наши питомцы, они тоже нуждаются в защите, как и мы с вами. Друзья мои, огромное количество различных сайтов, предлагающих продажу там амулетов, талисманов. Я вам уже говорила, что вот это вот производство талисманов, амулетов, вот этот ширпотреб, на самом деле это просто зарабатывание денег. И продаются и ведьмины бутыли, значит, на защиту. Не зная вас, невозможно вас защитить. То есть вот просто продать какую-то бутыль внутри с травами, с какими-то камнями и прочее, и все. И вот вы защищены. Такого нет. Почему? Потому что это делается индивидуально для каждого человека. В древние времена приходили к ведьме. При ней делала она эту бутыль, читала при человеке. Если отдельно, то она просила либо вещь этого человека, либо из дома принесенные иглы, либо сажала напротив, человек сам кидал в эту бутыль, и она начитывала, потом отдавала как оберег. Конечно же, работа практика, она намного сильнее, чем работа обычного человека. И это на себя ощущают многие люди, которые, предположим, много лет брали мои работы, делали, они им помогали, естественно. Но когда они попадают ко мне на консультацию, у них серьезная проблема, которую нужна, чтобы решила я, они не смогут. Они говорят, что разница абсолютно колоссальная, потому что одно дело, когда они читали, им становилось легче, что-то в жизни получалось. Это одно. Другое дело, когда берется за это ведьма, она изгоняет эти злые силы, злые энергии от человека подальше. И, естественно, тут уже не просто какая-то там удача приходит в жизнь или что-то меняется. Меняется все колоссально. Меняется жизнь. Люди создают семью, люди открывают бизнес и так далее. По-разному у всех. То есть я хочу сказать, что, естественно, безусловно, если это делает ведьма, она имеет колоссальную силу, эта бутыль. Но для того, чтобы делать для человека специально, нужно от человека иметь какие-то его личные вещи, которые кидаются туда. Либо человек сам должен от себя это отправить. И самое меньшее, что может делать ведьма в наш 21 век, это, наверное, фотографию просто кинуть для того, чтобы это была защита для человека. Однако в этом случае
вы сами можете это делать. Если это делается под руководством ведьмы, то есть если это дается человеком знающим, почему я так повторяюсь это слово ведьма? Я не люблю все время говорить, мне кажется, по работе и по словам, и то есть по делам человека должно быть видно, кто этот человек. Ему не надо все время подчеркивать, кто он. Но я говорю так, потому что ведьма это все-таки рожденный человек, рожденный силой. И для силы, для работы. Этот человек служит людям. То есть ее жизнь ей не принадлежит. Она просто принадлежит людям, человечеству. Для этого ее привели. Это необычная женщина, которой дано право выходить замуж, родить детей и так далее. У этой женщины нет своей жизни. Она живет для людей. Силы привели ее сюда, понимаете? И, конечно же, одно дело вам прийти, просить, поклоняться. Это поклонение. Просить и получать. А другое дело служить. И с годами ее энергия, ее сила становится больше. Связь с потусторонним миром становится более сильная, более крепкая. И слово такого человека становится сильным. Если этот человек пожелал вам что-то хорошее или плохое, не дай боги, оно сбывается. И понятное дело, что ее дыхание, ее разговор, ее заговор, начитанный на эту бутыль, будут сильнее. Но редко для кого она это делает, просто именно для человека, редко это делается. Я делала для некоторых людей, просто дарила им эту защиту, помимо своей работы. Да, но я понимаю, что если я что-нибудь там скажу, понятное дело, что все хотят, все просят это, но это неправильно. Лучше я вам дам, вы сами это сделаете. Сделайте правильно, у вас будет оберег. Меняйте время от времени ведьмину бутыль. Ну вот она продержалась год-полтора. Унесите и захороните где-нибудь, закопайте. Не на кладбище, пожалуйста, будьте так добры. Надеюсь, это вам в голову не придет. Просто одна дурочка так сделала, потом мне пришлось ее отчитать, конечно. Потому что у нее, видимо, ума не хватило. Так вот, есть различные варианты. Есть варианты, где нужно вылить в эту бутыль, значит, крутую соленую воду. Есть варианты, где нужно, значит, туда свою вещь, волосы кинуть. Разные есть защиты. Я предпочитаю вам дать такие защиты, которые и помогут вам, и как-то нейтральны от вашей энергии. То есть вроде бы вы читаете, делаете ваши вещи, ваши там иглы, булавки, там травы, это ваше. Но, по крайней мере, если не получится, то и вредить не будет. Немножко не рискую дать вам более такие сильные работы. Но мало ли, неправильно сделает кто-нибудь, не надо, зачем. Вот то, что испробовано веками, тысячелетиями, люди это делали. Причем ведьмина бутыль есть во многих культурах. Просто в славянской культуре ведьма занимает особое место. Именно поэтому во всех европейских странах с ведьмами расправились. Но у нас они остались. Это генетика ведьм, да, бытовая магия, народная магия и прочее. Уважение к ведьмам. Невзирая на страх, на негативные отношения, все равно понимали, что эти женщины владеют силой, что с ними лучше дружить или вообще не связываться. И ведьмы тоже никого не трогали. Они жили на окраине села, как правило. К ним шли только когда помощь была нужна. Так-то они были изгои, они и сейчас такие. К нам приходят, просят о помощи. Матушка, помоги, спаси. А когда надо где-нибудь, стоя там
посреди села обсуждают. Ну, этих ведьм запретить надо, уничтожить надо. А сами тайком по ночам стучатся в твое окно и просят о помощи. Таково человеческое лицемерие, ничего не сделаешь. Человечество всех полезных людей преследует, топчет, уничтожает, травит. А потом, когда вопреки им всем этот человек все-таки выживает и создает, и созидает, после этого человека, после его смерти начинают вспоминать добрым словом, хвалить и говорить, что это достояние было человечества. Вот такое у нас общество, ничего не сделаешь, было, есть и будет. Так вот, друзья мои, не нужно их покупать, там нет никакой силы, это чистой воды аферизм, зарабатывание на вас. Сами проведите, сделаете и получайте результат. Итак, первое. Травы. Берете бутыль, вот такую красивую, если хотите. Можете просто взять маленькую бутыль. Желательно убрать все логотипы, лишняя информация там не должна быть. Какая там бутылка? Из-под коньяка, может быть, не знаю, бальзама, все что угодно. Уберите всю информацию, под теплой водой просто положите туда немного, пусть отклеится это все, прочистите. Она должна быть просто чистая от лишней информации, лишних слов, букв и так далее. Ставите эту бутыль. Травы, которыми вы часто пользуетесь, окуриваете. Значит, можжевельник, полынь, зверобой, календула, могильник. Что еще? Могильник запретили перевозить только семена и определенные, значит. А так их можно даже в аптеке купить, оно есть. Просто поскольку она обладает еще каким-то эффектом, как оказалось, я не знаю. Запретили ввоз семян, которые можно где-то посеять. Вы можете эти травы разломать и просто кинуть туда или сунуть в эту бутылку. Можете в измельченном виде, варианте туда посыпать, как порошок, без разницы. Далее. Травы любые из этих и других, которыми вы пользуетесь, которые вам лично подходят, которые вам нравятся, которые вы окуриваете часто, дома есть. Эти травы ваши, они должны быть на ваш вкус. Это ваша бутыль, это для вас эта защита. Чем вы чаще всего защищаете себя этими травами, туда и сыпайте. Иглы или булавки. Определенное количество, сколько угодно, больше 3 хотя бы. Там 6 булавок, 6 иголок, открытых булавок, естественно, киньте туда. Разбитое стекло. Можете кинуть разбитое стекло, можете просто камни, маленькие камни, а можно и камни, и разбитое стекло. Камни желательно, чтобы они были, мелкие камни, я даже не знаю. Это не мелкие камни, это из находки отправили Японского моря камни. Маленькие галки, значит, любые камни. Потому что слова тут есть бить, терзать, колоть, кусать и так далее. И здесь должны быть, то есть, острые предметы, разбитое стекло, камни, то есть травы, иглы, стекло разбитое, мелкие камни, черная нить, шерстяная нить. Несколько этих отрывайте, несколько таких ниток и кидайте туда эту нить, потому что здесь есть слова привязать, привяжите. Мы должны дать им инструмент привязывать. Дальше соль и перец сыпать сверху. Закройте, сболтайте эту бутылку несколько раз. Откройте дальше. Читайте сверху 6 раз, после чего закрывайте. И можете воском запечатывать так, чтобы прям
впритык, чтобы оно было закрыто и никогда не открывалось. Если есть специальные бутылки, они продаются, которые можно вот так подкрутить и закрыть, то делайте этого. Открыть нельзя ни в коем случае. Что такое бутыль? Для чего оно читается? Эта сила собирается в маленьком пространстве. Вот эта энергия вся, это как коктейль Молотова, знаете. Собирается вот эта взрывоопасная сила в одном месте. Начитывается, и к этой бутылке привязываются те силы, которых вы просите о защите. Не самые лучшие силы, но их отвлекайте на других, от себя подальше. Если вы делаете для всей семьи, значит, берете эту бутыль, даете ребенку иголку и говорите, кинь туда. И кинь еще один камень и вот кусочек травы. Мужу говорите, кинь туда. Каждый из членов семьи должен что-то туда кинуть. Желательно. Можно без этого обойтись, но будет не такая сильная защита, как если бы каждый член семьи кинул что-нибудь туда из этих ингредиентов. И читать, если будете на семью, тогда словом «мне», «я» говорите «нас», «мы». Начитывайте 6 раз. Вот дыхание ваше должно касаться, можно сказать, вот этой бутылки вот сверху так держите и читайте. Потом, как начитались, закрываете, запечатываете, и вы должны это спрятать. Пройдет год-полтора, когда вы почувствуете, что немного так начинаете болеть и прочее, отнесите, закопайте где-нибудь и сделайте новую бутыль. Что делает бутыль? Как она помогает? Я вам хочу сказать, что я замечала, что вот как каждый год, бывает иногда, что я забываю читать. Не болеет никто. Зимой все болеют, у всех какие-то там непонятные, в общем, всякая фигня липнет. У нас дома никто не болеет. Животные не болеют. Никто. Годами. Все нормально, ничего не разбивается, нету ссор в доме, ничего, спокойствие. Потом оно постепенно начинает слабеть. Ну, потому что энергия человеческая. Мы живем в социуме, люди завидуют, разговаривают. Кто-то нас ненавидит, кто-то сразу резко смотрит, чего мы добились, кто-то не очень нас долюбливает. Ну, всякое есть, да? Даже друзья, близкие могут прийти к вам в гости и: ой, как хорошо вы живете, как у вас все хорошо, а у нас-то вот так вот. Все, считай, что что-то прилипло. Эти силы, которых вы призвали и отвлекли от себя, они распознают сразу же какие-то посылы нехорошие и отгоняют от вас. Эта защита очень действенна, очень сильна, если ее сделать правильно. Если вы в комплексе делаете работы, защиты, призывы, ваша жизнь абсолютно колоссально не просто меняется, она отличается от жизни других людей. Я иногда смотрю на людей, например, некоторых, мне становится их жаль, серьезно. Им так промыли мозги за 2000 лет, что за несколько лет объяснить и сказать, что человек, ты должен быть счастлив, отпусти себя на волю, не заставляй себя страдать, не думай, что ты обязан страдать, не мучайся угрызениями совести за то, что ты хорошо живешь. Это нормально. Ты же ничего плохого не делаешь, ты стараешься, работаешь и живешь хорошо. Но настолько это все, как бы сказать, стало частью нашего социума, что так легко и просто от этого не отделаться. Но человек, который понял, прозрел и понял, что есть древние боги, которые оберегают, которые меня создали для того, чтобы я жила хорошо, счастливо. Вот с этими людьми, конечно, уже совсем иные вещи начинают происходить, и они живут в полную силу. Если ты никому ничего не делаешь плохого и можешь добиться успеха, ты никому не обязан, не должен и не нужно себя чувствовать виноватым. Те, которые живут хуже тебя, ну, если так покопаться в их жизни, они для этого ничего... То есть они ничего не делают для того, чтобы жить хорошо. Ничего. Понимаете? Вот поэтому, если вы делаете правильно все, ваша жизнь правильная. И у вас совершенно иная жизнь по сравнению с теми людьми, которые почему-то решили, что, как в этом фильме «Адвокат дьявола», вы для кого эти камни на себя взвалили и тащите. Итак,
Вот эти ингредиенты, которые я перечислила, кидайте в эту бутыль. Как что делать, я вам объяснила. И из глаз долой куда-нибудь надо убрать подальше, чтобы ни коты, ни собаки, никто там не перевернул, не трогал, не открыл, ничего. Ну, иначе что? Иначе придется переделывать, и она просто полностью потеряет силу. Итак, слова следующие. Иду я босоногая да простоволосая. Иду я во чисто поле. Вольное раздолье. Навстречу мне мчатся и бегут, свелись в крученный жгут, в змеиный клубок. Катят колесом, волчьим воем, орлиным клокотом, чертовым цокотом, со свистом и криком, медвежьим рыком. Духи с полудухами, бесы с полубесами, черти с получертями. Тьме не быть со светом дня. Идите прочь от меня, злые духи, нелюдимые, все черные, опасные, вам со мной не по пути. Идите от меня к лихим людям, к бездушным старухам, к вредным, бессердечным. Держите их на привязи, чтобы я от них была цела и спасена. Бейте их, терзайте их, подальше от меня держите их. Всякое лихо к себе привяжите, страхи по полю гоните, чтобы я была от них невредима. В доме и в поле, в дороге, и на свадьбе, и на похоронах, и на всех жизненных путях. Заговор мой долог, слово мое крепкое, никому слов моих не перебить. Ключом замыкаю, на замок закрываю, слово дело заклинаю. Это меня Зена своим храпом немножко отвлекает. Она во сне иногда начинает плакать, и поэтому я настораживаюсь. Так, дальше, еще раз. Иду я босоногая да простоволосая. Иду во чисто поле. Вольное раздолье. Навстречу мне мчатся и бегут. Свелись в крученный жгут, в змеиный клубок. Катят колесом, волчьим воем, орлиным клокотом, чертовым цокотом, со свистом и криком, медвежьим рыком. Духи с полудухами, бесы с полубесами, черти с получертями. Тьме не быть со светом дня. Идите прочь от меня, злые духи, нелюдимые, все черные, опасные, вам со мной не по пути. Идите от меня к лихим людям, к бездушным старухам, к вредным, бессердечным. Держите их на привязи, чтобы я от них была цела и спасена. Бейте их, терзайте их. Подальше от меня держите их. Всякое лихо к себе привяжите. Страхи по полю гоните, чтобы я была от них невредима. В доме и в поле, в дороге, и на свадьбе, и на похоронах, и на всех жизненных путях. Заговор мой долог, слово мое крепкое, никому слов моих не перебить. Ключом замыкаю, на замок закрываю. Слово дело заклинаю. Я хочу, чтобы вы поняли, это защита не от старух. Тут перечисляется к вредным старухам, к бессердечным, лихо у себя держите, значит, страхи гоните и так далее. Ко всем, что касается вреда, который могут вам причинить. Старухами, под старухами здесь подразумевают человеческие зависти, человеческая злость, значит, вот эти все посылы злобные и так далее. Их всегда в заговорах, вот и особенно в древних, называли старухи. Старухи, там, кликухи и так далее. Еще раз. Иду я босоногая да простоволосая. Иду я во чисто поле. Вольное раздолье. Навстречу мне мчатся и бегут. Свелись в крученный жгут, в змеиный клубок. Катят колесом, волчьим воем, орлиным клокотом, чертовым цокотом, со свистом и криком, медвежьим рыком, духи с полудухами, бесы с полубесами, черти с получертями. Тьме не быть со светом дня. Идите прочь от меня, злые духи, нелюдимые, все черные, опасные, вам со мной не по пути. Идите от меня к лихим людям, к бездушным старухам, к вредным, бессердечным. Держите их на привязи, чтобы я от них была цела и спасена.
Бейте их, терзайте их, подальше от меня держите их, всякое лихо к себе привяжите, страхи по полю гоните, чтобы я была от них невредима. В доме и в поле, в дороге и на свадьбе, и на похоронах, и на всех жизненных путях. Заговор мой долог, слово мое крепкое, никому слов моих не перебить. Ключом замыкаю, на замок закрываю. Слово дело заклинаю. Почему на свадьбе и похоронах? Потому что на свадьбе человек может выпить, расслабиться, и к нему легче прилипает всякое зло. На похоронах человек может быть в горе, в смятении, он слаб, а там очень много различных сил, которые пришли за новоприставленным, да, и тоже могут к нему прилипнуть. Поэтому от всех происшествий в жизни, хороших и плохих, при всех делах, чтобы было рядом вот эта вот защита. Еще раз. Иду я босоногая да простоволосая. Иду во чисто поле, во вольное раздолье. Навстречу мне мчатся и бегут, свелись в крученный жгут, в змеиный клубок. Катят колесом волчьим воем, орлиным клокотом, чертовым цокотом, со свистом и криком, медвежьим рыком. Духи с полудухами, бесы с полубесами, черти с получертями. Тьме не бывать, не быть со светом дня, идите прочь от меня. Злые духи, нелюдимые, все черные, опасные. Вам со мной не по пути. Идите от меня к лихим людям, к бездушным старухам, к вредным, бессердечным. Держите их на привязи, чтобы я от них была цела и спасена. Бейте их, терзайте их. Подальше от меня держите их, всякое лихо к себе привяжите. Страхи по полю гоните, чтобы я была от них невредима. В доме и в поле, в дороге и на свободе. И на свадьбе, и на похоронах, и на всех жизненных путях. Заговор мой долог, слово мое крепкое. Никому слов моих не перебить. Ключом замыкаю, на замок закрываю. Слово дело заклинаю. Я думаю, достаточно, просто усталость сказывается, немного так ошиблась, ничего страшного. Итак, друзья мои, вот вам еще одна возможность провести и получить желаемое. Усилить свою защиту своей семьи. Проведите, и результат вас удивит, как всегда. Желаю всем удачи.